Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мария Баченина, и сегодня мы все в финале программы должны будем отправиться на костер. Потому что у нас сегодня охота на ведьм. Я шучу, не пугайтесь. Ну, вы же меня знаете, я добрая и пушистая маленькая баба-яга. Сегодня в гостях у нас, как я уже не в первый раз называю этого человека, друг нашей программы, религиовед и историк, кандидат культурологии, публичный лектор Константин Михайлов. Константин, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте, Мария, здравствуйте, коллеги. Так, ну вот тот, кто будет разжигать костер, он сначала будет отвечать на вопросы. Я решила традиционно пойти от общего к частному. Давайте начнем со старины, может быть, успеем до наших дней как-то дойти. Хочется мне такой бешеный замес сделать сегодня. Давайте попробуем. Как и откуда появились ведьмы и колдуны? Ну, кто-то их придумал, пусть наивно, тем не менее. Вот есть ответ на этот вопрос? Ну, все-таки мы должны, конечно, понимать, что сама идея ведьмовства, сама идея колдовства — это одна из самых древних идей человечества. Конечно, какие-то магические практики были уже, я не знаю, у ранних кроманьонцев, что-нибудь в этом роде. То есть тут бессмысленно гадать о том, кто это придумал, потому что это, конечно, абсолютно доисторические времена. Но если говорить о европейской истории и о европейской средневековой истории, то первое упоминание ведьм, насколько я, по крайней мере, знаю, в солической правде Хлодвига. А Хлодвиг, креститель франков, это самое начало Средневековья. Это, в общем, конец V века. Так что вот как только начинается европейское Средневековье, тут сразу и тема ведьм, в общем, как-то начинает актуализироваться. Я рискну и все-таки спрошу, что такое солическая правда? Я вчера смотрела в словаре, что это такое, но как-то там очень непонятно было написано. Можете объяснить? Племена солических франков, а солическая правда, соответственно, их главное законодательство. Как у нас правда Ярослава, думаю, что все они слышали. Конституция. Ну, конечно, еще не конституция в V веке, скорее УК в наших терминах. Понятно. Хорошо, но ведь когда вы упомянули кроманьонцев, вряд ли тогда их уже боялись, может быть, уважали. Вот ведь в какой-то момент сформировался у общественности страх перед колдовством. А вот это относится уже к гораздо более поздним временам. Вообще принято считать, что полноценная охота на ведьм, вот то, что мы себе всегда воображаем, да, это начинается где-то в 1420-х годах, то есть только в 15 веке. Интересно, кстати, что охота на ведьм очень часто представляет себя как такое средневековое явление, а на самом деле она скорее нововременная, чем Серьезно? А я до этого дойду, потому что я, когда слушала вашу лекцию на эту тему, я тоже слышу новое время, думаю, так, какое новое время? Средневековье. Потом вот и запало. Да. В Средневековье, конечно, было колдовство, было ведьмовство, но вот как раз, понятная ситуация. Жители нормальной средневековой деревни не очень боятся свою деревенскую колдунью, потому что она для них и врач, и свах, и кто угодно. Повивальная бабка, да, абсолютно правильно. А вот ветеринар. Может быть, даже в первую очередь. Да, не случайно потом ведьм будут часто обвинять в чем? В том, что они губят скот. Это будет едва ли не более частое даже обвинение, чем, собственно, против людей какая-то порча. Так. А вот страхи, они начинаются в 15 веке. Почему? А может быть, отчасти потому, что появляется медицина нормальная, отчасти как раз потому, что у ведьм появляется конкуренция. Не в том смысле, что злые врачи организовали охоту на ведьм. Нет, конечно, не. Просто возникают какие-то альтернативы, связанные с этим. Вот оно что. То есть здесь у нас разумное, понятное, чистое и доброе, а здесь непонятное. Травки, муравки, лягушечьи лапки. Во-первых. Во-вторых, общий кризис духовный конца 15-го, начала 16 века. Мы про реформацию это все, конечно, слышали, но другая его сторона, это, в общем, вот и охота на ведьм. Хорошо. Ведьма, она, как знаете, карта игральная. С одной стороны прекрасная девушка, с другой уродливая бабка. Кто придумал этот образ ведьмы? Вы меня простите за наивную формулировку, но я всегда к ним прикипела, вот навсегда, вернее, к таким вопросам, прямым и полудетским, мне кажется, они самые лучшие. Так вот, все-таки образ ведьмы. Я не знаю, женщина, пожирающая детей, насылающая мор, соблазняющая, а потом, которая погубила молодых людей, там, в общем, скот, вот вся такая она взлохмачена с этими бородавками, нос у нее. Так скажем, в 15 веке в рисунках на полях рукописей мы уже обнаруживаем ведьм старух, летающих, правда, еще не обязательно на метлах, иногда просто на каких-то палках, в общем, что-то такое. То есть в 15 веке, очевидно, этот образ уже существовал. В конце 15 века появится «Молот ведьм», да, самый известный текст, связанный с охотой на ведьм. Там эта идея уже фиксируется. Вот они уже губят скот, они уже крадут у людей органы, они уже, я не знаю, насылают порчу, в общем,
делают все, и уже акцентируется внимание на том, что это женщина, что это может быть старуха, хотя вообще надо сказать, что в реальной охоте на ведьм бывало, что преследовали и мужчин довольно часто, и сказать, что выбирали как-то именно старух, или, как довольно часто говорят, именно красивых девушек нельзя. Как правило, жертвы были такие более разнообразные. Ну хорошо, тогда вопрос сразу по стопам. Вот женщины-колдуньи, у них, как вы говорите, мужчин тоже иногда осуждали. Получается, они обозначались, наверное, как приспешники или как отдельно колдуны, потому что мужчина-колдун – это что совершенно иное, чем женщина-колдунья. Это какое-то уважительное, знаете ли. В нашем представлении, да. Но вообще надо сказать, что в такой вот классический период развитой охоты на ведьм, это конец 16-го, начало 17 века, обвиняемых мужчин было не в пример меньше, чем женщин, но, тем не менее, они довольно часто возникали, и тут, в общем и целом, не было какого-то такого отделения. Никто не думал, что это особенно почтенные колдуны, особенно могущественные люди, потому что охота на ведьм, она, в общем, очень часто шла не столько уже как преследование фольклорной ведьмы, сколько как массовая общественная паника, когда начинали убивать всех подозрительных, а мужчина равным образом может быть подозрительным. А сколько тогда народу потеряли? Это необыкновенно сложный вопрос. Тут, конечно, очень, ни половины данных не хватает, не все документировалось, но обычно историки говорят о том, что речь идет о скольких-то десятках тысяч человек, то есть 50-70 тысяч человек. Всего по Европе это не так много? Или на тот момент это много? Марина, 70 тысяч человек ни в чем невинных казнили. Нет, неужели это мало? Пожалуйста, не обвиняйте меня в цинизме, я просто статистически размышляю. Понятно, что все познается в сравнении, конечно, на фоне жертв Второй мировой войны это кажется не очень большой цифрой, но объективно цифра очень большая. И, кроме того, ведь это 50, 70, может быть, 100 тысяч человек казненных. А были ведь те, кто попадал в ведьмовские процессы и не был казнен. Те, кто попадали в заточение в монастыри, позорищие наказания, что-нибудь еще в этом роде, их было очень много. Ну вот прежде чем прикоснуться к процессам, давайте строго или более точно обозначим отрезки временные. Где, когда... Ну, смотрите, вот обычно говорят, что первый процесс, как я уже сказал, это 1420-е годы на территории, ну, скажем, современной Швейцарии, тогда, понятно, такого понятия еще не существовало. Потом это все начинает раскручиваться и развиваться, и, в общем, продолжается где-то до конца 17-го, начала 18 века. То есть, ну, условно, наш Петр Великий или Вольтер, они застали самые-самые последние крупные процессы. Сначала это Швейцария, Германия, Северная Италия, такие вот регионы. К концу добирается до окраин, в том числе, ну, один из таких последних крупных процессов известный, это Салем, это уже Новый Свет, тогда еще не Соединенные Штаты, да, но Новый Свет. Это процессы в Польше, это чуть-чуть, у них было не очень много, но процессы в Московском царстве, в Скандинавии и так далее. В общем, вот, в Московском царстве было. Я хотела спросить, почему Россия не накрыла. У нас никогда не было такой большой охоты на ведьм, какая была, например, в Германии. Не в том смысле, что мы были такими гуманистами, просто у нас, как вы понимаете, жгли раскольников вместо этого. То есть у нас просто другой был акцент. Инакомыслящих, да. Но в середине 17 века при Михаиле Федоровиче, при Алексее Михайловиче было несколько, ну, достаточно крупных процессов. Там был даже один процесс с больше, чем сотни осужденных, так что, в общем, они были. Но тут вот интересно, что Россия представляет исключение наравне, например, с Испанией, где тоже, хотя это очень католическая страна, большой охоты на ведьм не было. Почему? Точно так же, как у нас. У нас ловили раскольников, у них ловили маранов, тайных иудеев, ловили еретиков-протестантов, и, видимо, ну вот пар сбрасывался в другом направлении. Было чем заняться. Да, было чем заняться. А известно по документам вот наш процесс, за что там, с чего вдруг тот, который я упомянул, это процесс, который начинается с того, что некий дьячок жалуется на то, что ведьма похитила у него мужскую силу. И от этого... Ах ты, бедненький! Да, вот и из-за... Ну, там не всех казнили в конечном счете, но из-за этого там, по-моему, 190 с лишним человек попадают под суд, а суд это не обязательно смертная казнь, но почти обязательно значит пытки. Так что, в общем, да, это имело далеко идущие последствия. Друзья мои, мы сегодня говорим о ведьмах, и, смотрите, захватываем, ну, буквально большинство стран, и европейскую часть, и нашу европейскую, азиатскую часть, да, ну, понятно, что речь идет о 15 веке, я аж до 18 мы замахнулись, но я вам больше скажу, что к финалу у меня есть планы дойти и до века 21-го, так, в сравнении, махнуть не глядя. Религиовед и историк, кандидат культурологии, публичный лектор Константин Михайлов. Мы остановились с вами на 15 веке, и я хочу уточнить, из чего вдруг Европу накрыла внезапная, если она внезапная была, и массовая истерия? Почему вдруг?
Ну, вопрос, конечно, очень непростой, но часто довольно исследователи связывают это с большим, действительно, кризисом, с одной стороны, религиозным, с другой стороны, кризисом фобий. 14 век, гигантские эпидемии чумы, тяжелый голод, это фобии, кризис да, старых идентичностей, тогда порождает фобии, порождает страхи в европейском обществе. Можете объяснить не слишком научными тезисами, вот какие фобии? Вот я средневековая барышня, и какие у меня фобии, я какие сейчас страхи? очень легко вам это объясню. Представьте себе, что в начале XIV века каждый третий человек в Европе умирает от чумы, а каждый четвертый перед этим или после этого от голода. Как вы, как средневековая барышня, объясняете эти события? Варианта 2. Либо гнев Господень, и мы видим резкий взлет религиозности, сообщества флагелантов, самобичующихся и так далее. Либо это происки дьявола и сил зла и его служителей. А вот здесь и ведьмы появляются. А во что выгоднее верить было? Я думаю, что это не вопрос выгод, это вопрос психологического дискомфорта, ужасов, в котором находились люди, они спасались. То есть каждый верил в свое, да? Да. Выгода, в зависимости от склада характера. Тут вопрос не в практической пользе, конечно. Но получается, что священнослужители, то есть Святая Инквизиция, которую учредили, она, получается, верила в дьявола больше, чем в Бога. Тут ситуация такая. Значит, сразу, простите, Мария, что я вас чуть-чуть поправлю. Давайте, вы для этого здесь. Да, вопреки очень частому представлению, нельзя сказать, что Инквизиция очень много участвовала в охоте на ведьм. Инквизиция действительно существовала, мощная, крепкая, влиятельная организация. С какого века она существовала? Ну, с 13 века достаточно активно она уже действует, но она в основном охотится за еретиками, не за ведьмами. Это, понимаете, разные ведомства, разные направления. Я поняла, МВД и ФСБ. Может быть, так, да, ничего. Хорошо. Вот, так что вообще церковь участвовала в охоте на ведьм, и бывали случаи, когда священнослужители даже лично занимались, поимкой, пытками и так далее, но это довольно редкая ситуация. В основном церковь участвовала в охоте на ведьм только в том смысле, что она, благословляла ее. И да, с 15 века церковь уверенно говорит, западная церковь, католическая церковь, да, уверенно говорит, что колдовство существует, что оно связано с силами зла, с дьяволом. Это не значит, что они больше верили в дьявола, чем в Бога. Скорее, может быть, даже наоборот. Они просто считали, что они должны помочь высшим силам в борьбе со злом. Вопрос религиоведу. Веруя в Бога, я автоматически верую в дьявола, потому что про обоих написано в Библии, или же я должна отрицать дьявола? Нет, все-таки для человека 15 века реальность дьявола была вещью, абсолютно не вызывавшей никаких сомнений. То есть автоматом, да? Да. Можно было вести дискуссию о том, насколько он могущественен, насколько он может сопротивляться, да. Но то, что он есть, нет, конечно, в этом никто не сомневался. И даже самые образованные люди в этом не сомневались. Хорошо. Охота на ведьм, вот это словосочетание, это выражение, оно уже современное или тогда его придумали? Потому что оно очень пропагандистски выглядит. Это отличный слоган. Знаете, сознаюсь как на духу, не знаю, никогда не задумывался об этом вопросе. Это просто рекламный ход великолепного очень интересно. Но идея охотников была, действительно были там понятия witch hunter, да, охотник на ведьм существовало, так что думаю, что и понятие этого времени. В то, что называлось witch hunter в Англии, в Германии называлось, это было слово hexen-комиссар, комиссар по ведьмам, так знаете, с душком 1920-х, несколько неожиданно. Вот. То есть были люди, которые профессионально занимались охотой, поимкой, судебными разбирательствами именно в этой сфере. Куся, они записывали это все, вот документы для вашей работы, то есть много осталось, да? Гигантские архивы, не всегда и не везде они идеально сохраняются, потому что, например, пик охоты на ведьм в Германии в первой половине 17 века приходится одновременно на 30-летнюю войну. Это, конечно, не случайные совпадения. Страхи 30-летней войны, это насилие, они подогревают. 30-летняя война самый жестокий конфликт 17 века и очень долгий. Но в то же самое время, конечно, архивы частично из-за этого страдают. Но, тем не менее, документов очень много. А как вы до них добираетесь? Вы россиянин, а это все-таки Европа. В наши дни все это, конечно, издается в достаточно большом количестве, плюс интернет, плюс выкладывается. А язык там какой? С этим больше сложности, потому что, если мы говорим о Германии, частью это будет латынь, частью это будет немецкий. А язык себе представляю себе такие готические буквы. Вы опишите, чтобы мы представили. Бывает, конечно, и такое, но рукописные тексты не всегда, не обязательно записывались готические. Как даже наоборот, обыкновенная простая документация, то, что пишут судебные клерки, да, и печатные буквы. Более того, что очень важно, большая часть литературы, касающейся, не записей процессов, а, сказать, об основаниях, это уже печатные тексты. Вообще, надо сказать, что развитие охоты на ведьм в значительной степени связано с
распространением книгопечатания. Книжки типа «Молот и ведьм» или английских пособий по ведьмовству распространялись большими тиражами, и это в очень значительной степени способствовало популяризации этой. Ну хорошо, мы уже второй раз сказали про «Молот ведьм». Расскажите, пожалуйста, кто написал, в какой момент, что сподвигло? Значит, Шпренгер и Инсистер, такие традиционные двое авторов. Сложно сказать, кто из них это больше в этом участвовали. Да? Да, это два человека. Оба немцы при Рейнской, так скажем, области жители. Оба священнослужители, тесно связаны еще и с университетскими кругами тогдашними. То есть образованные. Да, конечно. Очень хорошо образованные люди. И книжка — образец такого нововременного, еще не совсем новое, по-моему, «Молот ведьм» — это 1486 год, то есть еще конец 15 века, 5-6 лет до открытия Америки, такой на самом закате Средневековья, образец такого вот раннего временного или позднесредневекового учебника. Все очень хорошо структурировано, по главам, организовано, никакой путаницы, никакой пространности изложения лишней нет. Вы читали? Да. Кстати, «Молот ведьм» есть в прекрасном русском переводе, так что можно... Скажите мне, вы когда читаете, вы же такой темпераментный человек, эмоциональный. Нет, это комплимент, я очень это ценю в людях. Вас он завлекает? Он написан со страстью? Должен быть написан, по идее, со страстью? Не без страсти, вероятно, но... Как вам сказать? Знаете, по ощущениям, не знаю, вот сталкивались ли вы с этим, мне когда-то случалось так, по ощущениям примерно такие же, как читаешь, например, когда читаешь документы эпохи сталинских репрессий. И это в наши дни это вызывает не страсть, а скорее омерзение, какое-то отвращение. Поняла, хорошо. Но мы дошли до судопроизводства, как по моей системе, да? Поиски, доказательная база, наказание. Но прежде всего, любопытно, ведь это должна была быть новая база судопроизводства. Обучение судей. Он не знает, как судить ведьму. Да, с этим была связана некоторая проблема, тем более, что, как правило, ведьмовскими процессами занимались светские, не церковные суды, и, соответственно, это должно было быть вписано в нормальную процедуру. Но было довольно большое количество юристов, теоретиков, которые писали про охоту на ведьм. Был такой очень авторитетный французский юрист Баден, кстати, один из создателей идеи королевского абсолютизма, очень важный для дальнейшего развития политической жизни. Вот попутно писал работы по ведьмовству. Был такой Бенедикт Карпцев, довольно авторитетный юрист. В общем, писались юридические пособия, как уличить, как допрашивать, как судить. В общем, вот по всем пунктам, в принципе, это встраивалось в нормальное судопроизводство. В Англии принимались, особенно при короле Якове I, Яков I английский, он же Яков VI шотландский, да, это начало 17 века, был принят такой пакет законов, абсолютно нормальные законы по всем нормам английского судопроизводства, но про ведьм, которые иссушают людей заживо. Вот сочетание... Иссушают? Да, были такие обвинения, да. Вот это сочетание рациональной формы с рациональным содержанием, оно производит, кстати, очень сильное впечатление. Да, на современного человека. На современного, вот конечно. Это самое любопытное и интересное. Постичь то, что умом сложно вообще сделать, мировосприятие и мировоззрение человека среднего века, уже нового времени. Но все равно непросто, конечно. Да, это действительно поразительная вещь, когда их на себя примеряешь. Хорошо, а как доказывали, давайте как искали их? Ведьм. Сама метода поисков на самом деле не поражает воображение. Как правило, сложной статистики точно нету, насколько мне, по крайней мере, известно. Но, как правило, я думаю, что большая часть обвиняемых были те, до кого донесли те, кого пытали перед этим. То есть хватали кого-то 1, 2, 3, 5 по доносу, их в пытошно они называют, вы сами понимаете, имена всех своих знакомых к какому-то моменту, и дальше это начинает раскручиваться, как такая спираль. Так, хорошо, а доказательная база? Доказательной базы в нашем представлении не было. Хватало доносов, в лучшем случае доносов открытых одно из таких приведу пример, это довольно известное дело, это Германия, по-моему, конец 16 века, некую женщину отправляют под суд, пытают и в конечном счете казнят по обвинению 3 крестьян. Один жалуется, что после того, как он у нее украл кусок ткани и сшил себе штаны, ему поплохело, у него колено заболело, другой говорит, что после ее угроз у него заболел бык и умер, третий говорит, что ему поплохело после того, как он съел какую-то кашу или суп, который она сварила. Вот такие доказательства. Конечно, с точки зрения современного судопроизводства тут нечего даже обсуждать серьезно, но это еще неплохой, потому что есть это именные, они анонимные, это 3 независимых свидетельства, то есть тут была даже какая-то видимость, такой фундированной доказательной базы.
Друзья мои, дальше больше и страшнее. Уберите детей от приемников и запаситесь чем-то, что приводит вас в чувство. Мы продолжим через пару мгновений. Сегодня мы разбираемся в процессах над ведьмами, откуда ноги растут и чем дело кончилось. Анонсирую, что планирую дойти до века 21-го, но лиха беда начала. Давайте начинать. Религиовед и историк, кандидат культурологии, публичный лектор Константин Михайлов. Вы привели только что пример, когда 3 неанонимных источника, да, абсолютно дремучие какие-то обвинения. А что вот из ряда вон, от чего волосы шевелятся, вот обвинения? Есть какие-то такие примеры в голове вашей? Знаете, один раз я встречал, правда, сам я никогда не работал с этим документом, но встречал в литературе историю о том, как некую женщину казнили по обвинению в убийстве некого известного горожанина, при том, что горожанин был живеханик и участвовал в этом процессе как свидетель со стороны обвинения. Вы что, смеетесь, что ли? Да, история, выглядящая фантастической, но важно понимать, что в момент, когда охота на ведьм в конкретном городе раскачивалась до уровня, ну, вот такой уже массовой паранойи, логика здесь отступала. Это мы перемещаемся в пространство абсолютно иррационального. Ну, правда, и вам, и нашим слушателям будет это легче понять, если мы сравним это с событиями, ну, скажем, в СССР году в 1938, вот когда большой террор раскачивается до максимума. Так есть тут какая-то подробность? Он жив-живёхонек, а как она его убила? Душу его умерщвила? Нет, видимо, речь шла, как ни странно, видимо, речь идет о том, что она действительно извела его и еще нескольких человек, но другие, по крайней мере, тут вопрос, возможно, до какой-то степени в том, что они просто не сочли нужным убирать из дела, как сказать, вот эту вот деталь, но их это не смутило, вот что в данном случае очень важно. Может, было просто наплевать? Может быть, было просто наплевать, но с сегодняшней точки зрения смотрится просто сумасшедше, конечно. Да, это уж точно. А что творилось, эти женщины были по части-то и замужем, и с детьми. Бывало и такое, бывало и с детьми, бывало и детей казнили, но это, конечно, не очень частая ситуация, но это случалось. Это абсолютно... Тут не надо пытаться находить какое-то логическое обоснование, почему казнят одних, а не казнят других. Единственное, на что мы можем сделать акцент, очень часто под суд попадали люди, которые были чем-то необычны. Это может быть самая некрасивая или самая красивая, слепая, довольно много, к сожалению. Исключительная. Да. Есть такой вопрос, да. Но еще первобытные племена знали, что необычный человек обладает особой маной, особой мистической силой. Логика это вполне Помните Жанна д'Арк, «Родимое пятно», да? Это характерная история. Да, конечно, суд над Жанной идет по совершенно другой системе. Да, тоже приплели туда в конце концов. Но... Вот, хорошо. А рыжие волосы, как какие? Что самое такое? Зеленые глаза? Вопреки частному представлению, нельзя сказать, что этому придавалось какое-то очень большое внимание. Рыжие волосы, зеленые глаза — это все из области уже истории 18-19 века, из осмысления охоты на ведьм, когда возник такой, вот во второй половине 18 века, видимо, окончательно формируется образ красивой ведьмы, которую сжигают за ее красоту, такой просвещенческий, по большому счету. Это же романтизм, когда люди сожалеть начали. Дойдем до этого тоже. Как их опознавали? Вы поняли вопрос, да, Виктор? Да. Хорошо, давайте. Значит, тут есть 3 народных способа и 1 юридический. 3 народных, конечно, их было гораздо больше, но это самые известные, самые такие классические. Да. 3 народных способа. Найти ведьмовскую точку, это то место, куда, дьявол прикоснулся в тот момент, когда ведьма получала свою злую силу. Считалось, что в этой точке, где он прикоснулся, ведьма теряет чувствительность, и можно ее найти, и если туда, не знаю, ткнуть иглой, она не почувствует боль, значит ведьма. Долгий, сложный способ. 2 других частых способа — взвешивание и утопление. С утоплением дело известное. Связываем, бросаем в реку, если тонет, значит не ведьма. Они, конечно, старались спасти в такой ситуации. Не надо думать, что они были совсем деревянные, эти люди Средневековья, они были не глупее нас с вами, они понимали, что надо спасать. Но часто спасать не удавалось. Взвешивание — лучший вариант. Берем большие весы на одну, знаете, вроде тех, на которых баранов взвешивают. Да, я понимаю, для скота. На одну сторону сажаем подозреваемую в ведьмовстве, на другую сторону кладем Библию из местной церкви. Если Библия оказывается тяжелее, значит, женщина-ведьма. Это очень хороший вариант, потому что, как правило, все-таки женщина оказывалась тяжелее. Библия не наоборот, и ее отпускали. Но тут, правда, надо учитывать, что эти ранние нововременные Библии, толстенные, кожаные, с металлической окантовкой, да. Но все равно, сколько она может весить? Килограмм 20, человек вряд ли больше. Да, человек чаще больше. всего. Да. Но, к несчастью, это все для деревенщины, а настоящие городские мастера судопроизводства ориентировались только на признательные показания, на свидетельские показания. И, наверное, на выигрышные дела, чтобы действительно сделать так,
не знаем примеров, чтобы человек вышел без наказания из ведьмовского процесса. Это не значит, что его обязательно казнят. Его могут приговорить к какому-то небольшому наказанию, но совсем без наказания не отпускали. Ой, мама дорогая. Хорошо, а если можно примеры вот громких судебных процессов, каких-то показательных расправ и в сравнении, как они выглядели вот в разные времена, ну, какими-то такими временными отрезками, если делить? Ну, знаете, самые большие, самые громкие процессы — это действительно эпоха 17 века, и здесь дело не в том, что преследовали кого-то известного, потому что, как ни странно, большая часть знаменитых оккультистов 15, 16, 17 века, они ведь были на самом деле, да, ренессансная гуманистическая магическая традиция существовала, они как раз под суды не попадали, у них были покровители, знать, которая их защищала, королевские особы и так далее. Что в основном мы говорим об известных ведьмовских процессах, как о массовых процессах. Да? Очень известный процесс в немецком княжестве Фульда, в котором казнили несколько сотен человек. Очень известный салемский процесс в Новом Свете, в котором... А чем они прославились? Ну, Фульда, в первую очередь, действительно необыкновенной кровопролитностью. Там буквально за считанные 3 года казнят больше 200 человек. Причем княжество это крошечное, конечно. Народу там нисколько. При этом страшно пытают. Ну, такая очень-очень грязная, очень кровавая история. Салемский процесс очень масштабный по меркам Нового Света, по европейским меркам он не был таким большим, но очень, так сказать, вот характерный, да, Салемский процесс начинается с того, что дети начинают рассказывать про ведьмовство, то есть начинается почти что как игра. А потом в конечном счете заканчивается человеческими жертвами. Это аналогичная ситуация, но, правда, не с детьми, немножко другая. Луденский процесс. Луден — это во Франции, это эпоха, Людовика XIII, кардинала Ришелье, вот что мы, знаете, из «Трех мушкетеров» все знаем, но и одновременно эпоха охоты на ведьм, где жертва всего одна, такой духовный отец, попечитель монастыря, которого, собственно, и монашки обвиняют в том, что он наслал на них одержимость, и тоже такое вот большое разбирательство. Ах ты, бедненькие, вот. 2. Да. И очень известный, конечно, есть серия процессов при вот Якове I английском в Шотландии. Сами эти процессы современной публике не очень известны, но косвенно мы с ними все сталкиваемся, потому что при дворе Якова I писал Шекспир. И когда мы читаем Макбета и встречаем шекспировских ведьм, мы должны понимать, что все это происходит... На самом деле? Во-первых, а во-вторых, Макбет это смотрит Яков I, ревнитель, охотник на ведьм, и Шекспир учитывает нравы публики. Вы уже не в первый раз говорите про жалобы на одержимость или на то, что забрали мужскую силу. Это какая-то озабоченность, что ли? Вот это часто встречалось, что все крутится вокруг сексуальной темы? Фрейда, вот наблюдение о сексуальности никто не отменял в Да, средние я века. к этому и веду. Конечно, это довольно частотная штука. В «Молоте ведьм» прямо говорится, что ведьмы могут красть у мужчин их половые органы и так далее. Да, конечно. Зачем не говорится-то? Нет, этого ответа нет. Просто странно, без мужчины... Ясно, чтобы навредить, это понятно, да. Но... Вот, конечно, это частотная ситуация. Вообще надо понимать, большая часть жертв женщины, 100% судей мужчины. Ну, понятно, что какая-то сексуально-садистская подоплека здесь всплывет. Так, а на что были способны вообще ведьмы? Вот то, в чем их обвиняли, вы уже сказали несколько вещей, а вообще так? Ну, самые частотные, по моему ощущению, опять-таки статистики здесь твердой, насколько мне известно, нет, самые частотные обвинения — это порча скота, это погибель урожаев, там град побивает урожай или что-нибудь в этом роде, это было довольно частым обвинением, и это, конечно, насылание каких-то болезней, недомоганий и тому подобных вещей. Ну, в значительной степени это, конечно, объясняется тем, что действительно урожаи часто гибли, тем более, что в 17 веке это пик малого ледникового периода, то, что называется, это ухудшение климата довольно существенно, и, конечно, действительно урожаи страдали. Ну, а уж болезни... Слушайте, ну вот так все в черно-белых тонах. Может, они правда в чем-то были виноваты? Или вообще вот в чем-то могли провиниться, если десятки тысяч жертв охоты? Были ли в Европе люди, которые действительно считали, что занимаются колдовством? Скорее всего, были. Ну, знаете, мы откроем газету какую-нибудь современную «Из рук в руки». Там тоже мы найдем людей, которые занимаются колдовством. Да, на меня недавно в Инстаграме подписалась Далила ясновидящая. Вот, видите, да, то есть наверняка такие люди были и в среде. Были ли они виновны? Ну, нет, я думаю, что так все-таки сказать нельзя, да? Но были ли они виновны по законам 17 века? Да, вероятно, были, потому что общество было настроено против колдовства.
Их, вы уже сказали, что их не обязательно сжигали. Смертная казнь, это было сожжение на костре или еще что-то? И часто сожжение на костре. Ну, вот в Салемском процессе, например, вешали, они сжигали, так что тут твердого правила нет. Ну, сожжение самое популярное. А что еще было, если это не смертная казнь? Штраф? Нет, штраф в редкость. Очень часто покаяние в монастыре на какой-то срок или на всю жизнь, то есть, ну, фактически это аналог пожизненного заключения. Ну, немножко посвободнее, потому что ты там не в одной келье сидишь, а все-таки по монастырю перемещаешься, но, тем не менее, тоже, конечно, не сахар. Довольно часто были какие-то позорища и наказания, там, ленты, которые надо было носить, указывавшие, что ты был под судом, какие-то, ну, выбривали головы, что-то такое. Ну, все-таки я думаю, что вот епитимии, покаяние и смертная казнь — это самая частотная ситуация. Когда-нибудь вот мы говорим сейчас о массовых процессах, а имена остались такие, которые вошли в историю? Ну вот я имею в виду даже, может быть, это знатные особы, может быть, это особы уровня как бы простые, но прославившиеся, вот как Жанна д'Арк, да, только из другой оперы. Такого масштаба нет. Я думаю, что все-таки сложно запоминать. То есть, конечно, ну, условно, в современной американской истории имена жертв Салемского процесса историки помнят хорошо, но именно историки. Я не могу сказать, что это идет в какую-то широкую публику. В 17 веке мы говорим о процессах французской знати, дела отравителей, которые так иногда немножко становятся похожи на процессы над ведьмами, но, как сказать, все-таки это не масштаб Жанны д'Арк. Ну, я поняла. А через сколько, насколько я понимаю, лет через 100 уже начинают говорить об этом с отвращением? Просветители сначала? Потом... Как ни странно, может быть, даже быстрее, потому что... Ну, тут еще надо понимать, что охота на ведьму ходила неоднородно, неравномерно. Во Франции, в Англии она ушла пораньше, условно говоря, там в Польше она сохранялась и в более поздние времена, там до конца 18 века. Поэтому уже в середине 18 века французские просветители об охоте на ведьм пишут с известным ужасом и непониманием того, как это происходило, как это было возможно, хотя в действительности в Европе на окраинах охота на ведьм может еще, ну, такие остаточные... И они не боятся, да, об этом говорить? Ну, во Франции они уже не боятся. Во Франции в середине 18 века могут казнить протестантов в некоторой ситуации, вроде знаменитого дела Каласа, да, которого Вольтер отбивает, там, защищает уже после его смерти, старается оправдать. Но за ведьмовство нет, все-таки нет. Абсолютные монархии конца 18, там, даже середины 18 века в охоту на ведьм уже не очень верили. И, ну, в чем там главная проблема? Понимаете, охота на ведьм — это, с точки зрения абсолютного монарха, произвольная, предпринятая непонятно кем казнь налогоплательщика. Вот это то, что становится абсолютно недопустимым. Друзья мои, это еще не все, так что не отключайтесь. И снова здравствуйте. Меня зовут Мария Баченина, религиовед и историк, кандидат культурологии, публичный лектор Константин Михайлов сегодня рассказывает нам о ведьмах и колдовстве. Я уже, понятно, что перешла в современность, да, в какую-то, но забыла спросить, где проходила граница между просто злодеем и магом? Была она тогда? В эпоху нового времени, да, она уже достаточно отчетливая. В Средневековье мы понимаем, что эта граница могла быть очень условной. Но по большому счету, ну где проходит граница между злодеем и магом? Там, где мы научаемся отличать естественное от сверхъестественного. А это следствие научной революции конца 17 века, может быть, в целом. Хорошо, но ведь снова ближе к нам, потому что действительно пропасть между тем, как воспринимали ведьм тогда и как сегодня. Вопрос в том, как выглядит современное представление о магии. Для нас, для некоторых понятно, что это мракобесие какое-то, кто-то ухмыляется в усы и думает, вот дурные, а кто-то действительно прям увлекается. Это безобидная история. Ну, эта история не более обидная и не более безобидная, чем любое религиозное направление. Да, это религиозное направление. А что это? Когда человек верит в сверхъестественное, это, конечно, это религия. Ну, а как же еще иначе это мы это Меня можем просто назвать? поражает, знаете, когда идет по телевизору какая-нибудь битва экстрасенсов, и человек, верующий в Иисуса Христа, тут же начинает шаманить. Вот как будто этого никогда не случалось в средние века, Мария. Средние века — это ключевое словосочетание сейчас. Религия все-таки, она обращается к каким-то таким подсознательным до какой-то степени процессам в нас. И это не хорошо и не плохо. Это просто более-менее, наверное, так и есть. И как современный человек в этом смысле от средневекового не так уж принципиально отличается. Да? Да вы ну, что? может быть, в чем-то более рациональный. Но
простите меня, может быть, за такое немножко резкое сказать, но чем принципиально это отличается, допустим, от поклонения каким-нибудь святым мощам? Средневековая практика поклонения мощам вполне актуальна и жива и в наши дни. Рассуждая рационально, мы могли бы сказать, ну, ладно, средневековые люди, у них не было медицины, а у современных людей есть все на свете, хирургия, нейрохирургия, почему же они поклоняются мощам? Но ни один верующий человек не удивится поклонению мощам и скажет, что это совершенно естественная, нормальная практика. Так она без сомнения есть. Почему Хорошо, тогда можете рассказать или как-то определить, как выглядит современное представление о магии? Ну, опять-таки, очень регионально зависимо, как мы понимаем. Ну, центральная часть России отличается от Дальнего Востока? Центральная часть от России, от Дальнего Востока России, может быть, не отличается, а вот Америка от современной России отличаться может довольно сильно. Мыслите. Хорошо. Англия может от России. Мы понимаем, что в современной массовой культуре есть некий образ ведьмы, который отчасти подчеркнут из средневековых текстов, отчасти из вот просвещенчески-романтического образа, о котором мы с вами сейчас говорили, отчасти из современной Викки, из современных таких ведьмовских религиозных направлений, где ведьма начинает осмысляться как служительница языческих богов или неоязыческих, если угодно, богов, как служительница матери природы, каких-то же великой женской богини и тому подобное. Это тоже очень интересная образность, нью-эйджерская такая, современная, но очень глубокая в своем роде. И вот синтез с трех этих сторон плюс фольклорные традиции, бабки, наводящие или снимающие порчу, венец безбрачия и все прочее, и дает нам в результате такой очень, постмодернистский, в общем, целом, очень составной, очень запутанный образ. Да, пэтчворк вариант какой-то. Это такова современная религия, да, все совсем смешивается. Так, хорошо. А в какой момент тогда ведьм стали воспринимать как не вполне, как старых, слабых, не вполне разумных женщин? Это еще тогда? Первые авторы, пишущие об этом, типа Иоганна Вейера, например, это уже еще 16 век. Уже в начале 17 века мы говорим о такой достаточно серьезной полемике против охоты на ведьм, вроде работ фон Шпее, такого замечательного, кстати, католического священника, иезуита и одновременно гуманиста, да, выступающего против охоты на ведьм. Но, конечно, тогда это были такие маргинальные позиции. Работы Вейера, например, сразу внесли в индекс запрещенной литературы, то есть это было что-то осуждаемое. Серьезная полемика начинается скорее уже постфактум, вот в просвещенческую эпоху. Там и полемики нету, потому что все, в принципе, согласны, что была какая-то безобразная история с этой охотой на ведьм, ее задним числом клеймят как мракобесие. А церковь у нее когда и как изменилось отношение? Фактически в XVIII веке на централизованном уровне католическая церковь, конечно, уже на ведьм не охотится. Это как бы уходящая практика. В наши дни церковь католическая уже и принесла и покаяние, и просила прощения за охоту. Да, это все, конечно, есть. Это, знаете, было благодаря политике Иоанна Павла II, его последователей следующих пап. Конечно, просили прощения уже как за какие-то такие... Мне даже какая-то гордость за православную церковь, что нам не надо просить прощения за такие вещи. У всякой религии, у всякой церкви свое есть... У всех есть свое рыльце в пушку и свои скелеты в шкафу, как есть свои святые и свои праведники. У православной церкви великая проблема — это преследование раскольников, гонение на униатов в имперскую эпоху и так далее. В общем, тоже проблемы есть. Тоже стараются искать какое-то примирение, конечно. Так, спрашивайте на сегодняшний момент, колдовство и магия существует? Прям щекочет язык этот вопрос. Мария, я религиовед, вы отлично понимаете, какой будет мой ответ. Послушайте, вы когда-нибудь, я даже не знаю, понимаете, вы же говорите о просвещении, о прогрессе, да, вот у нас медицина, все есть. Что я могу принять за магию? Когда давеча упал, значит, в Липецке ярко светящийся объект. Народ снял это дело. Я посмотрела, как человек, интересующийся, особенно космологией, очень здорово. Говорят, космический мусор. Сразу же объяснение есть, да? Влетел, где же там... Звучит разумно. Да, звучит разумно. Вот, пожалуйста. А почему, когда я смотрю на то, что там женщина ахалай-махалай руками делает, я начинаю просто округлять глаза, открывать рот и действительно как-то верить в то, что она волшебство творит? Потому что нашему сознанию
сложно вместить запутанные рациональные объяснения действительности. Вот мы с вами, Мария, не физики, да? Вы же не физик? Нет, я не физик. Нам сложно с вами понять, что такое черная дыра или квантовая запутанность или что-нибудь в этом роде. Квантовая запутанность я даже не выговариваю. Черную дыру я успела понять. Понимаете, да? И мы знаем с вами, что это можно объяснить рационально, и что есть высоколобые физики, которые справятся с этой задачей. Но нам это очень сложно. Поэтому для себя мы выдумываем какие-то красивые образы, метафоры, объяснения. И вот, скажем, знаете, классический пример, код Шрёдингера. Да. Я вот ни миллиметра не понимаю, что значит код Шрёдингера с точки зрения физики. Простите меня, но я очень за него волнуюсь, за этого кота. И он то ли жив, то ли мертв. Мне очень страшно. Дай бог ему здоровья. Дай бог ему здоровья, да. Вот наш уровень понимания. С другой стороны, физику также сложно, может быть, понять какие-то сложные гуманитарные концепции. Вот мы выдумываем какие-то простые мифы. А секты, тайные общества, это куда? Во-первых, Мария, позвольте сделать вам тут уже прямо выговор с занесением. Я пойду в угол встану. Вот к вопросу о костре-то, на костер. Ну, конечно, в научной дискуссии употребляют слово «секта». Правда? Почему нельзя? Но это же литературное слово, которое имеет место в нашей если жизни. Мы обсуждаем историю XIX века и преследование хлыстов и скопцов в Российской империи, которые тогда по закону назывались вредоносными изуверскими сектами, тогда это можно делать, но, говорят, в современной религиозной группе называть ее сектой. Ну, что такое секта? Это не научный термин, это некорректное понятие. Тогда объясните абсолютно. Нам, пожалуйста, серым людям. А что такое секта? Секта — это... Группа людей, объединенных одной идеей, которая вредоносная, я считаю. Ну, это например, мафиозная группировка прекрасно подходит под вашу употребление. Значит, мафиозная группировка — это секта? Ну да, я забыла добавить к определению, что религиозного характера идеи. А что? Вот понимаете, здесь мы начинаем вступать в массу каких-то запутанных противоречий. А если у нас есть группа, я не знаю, монахов, которые хотят обобрать верующего? Может такое быть? Ну, хочется надеяться, что такого не случается, но ведь они при этом скажут вам, что они члены, я не знаю, англиканской или католической или православной церкви и так далее. То есть вы рекомендуете не употреблять Да, в религиоведении есть понятие «новое религиозное движение». Оно не очень ловко звучит, но по существу оно довольно точно. А дальше мы должны смотреть... Если это преступники, мы не должны называть их сектантами, мы должны говорить, это преступники, пусть суд их судит. Хорошо, бог с ними, я поняла и учту на будущее, на ус намотаю, я сегодня была с усами надежды с утра, но все-таки, а что тогда тайное общество, на что они опираются? Там, мне кажется, всегда есть какое-то место мистики. У нас есть современные религиозные группы, которые верят в ведьмовство, вот типа тех же векан, которых я сейчас упомянул. Назвать их тайным обществом, у меня язык не повернется, у них у всех есть страницы в социальных сетях. Какая уж что-то, вообще в 21 веке тайные общества... Размазаны все. Да, как-то сложно в них поверить. В общем, друзья мои, на костер, если только погреться, то есть к костру